Тут вот, пожалуйста, с нашей стороны различные символики непонятные мне. Видите, на машине нельзя заезжать. Друзья, минуточка уровня жизни в Советске. Посмотрите. Но я вас не снимаю, только себя снимаю. Такое не снимать невозможно. Обалдеть, как красиво. Без слез не взглянешь, честно говоря. Свое путешествие я начал с автовокзала в городе Калининград. Все дороги в область начинаются именно оттуда. В Советск не идет «Ласточка», как, к примеру, в Светлогорск или в Зеленоградск, поэтому только автобус или такси. Я купил билет в Советск за 360 рублей, причем в одну сторону. Вышел к своей платформе, и впереди меня поджидала весьма утомительная дорога почти в 2 часа на самом простом городском автобусе. И на том же автовокзале, но уже в городе Советске, первое, на что я обращал внимание, это памятник первым переселенцам. Скульптурная композиция из 3 бронзовых фигур возле паровоза 1943 года. Является единственным памятником в Калининградской области, открытым в честь первых переселенцев, прибывших в область в 45-50-е года для восстановления разрушенных войной экономики и хозяйства региона. Тут же на привокзальной площади я сориентировался в местности, в какую сторону путь держать, опираясь на очень неоднозначные указатели, поэтому перепроверил в навигаторе на всякий случай. Друзья, всем привет! При помощи интернет-телепорта я перемещаю вас и себя в город Советск. Точнее, я уже здесь, а вам желаю приятного просмотра с любого города России, откуда вы меня не смотрели бы. Сейчас -3, на самом деле это не особо так по-калининградски, так скажем, через несколько дней только наступает зима, сегодня лишь 30 ноября. За неделю до зимы в Калининград пришли морозы, вообще очень нежданные, до -9 по ночам, поэтому очень холодно. Все в шоке, честно говоря. Но я уверен, что будут потепления даже и до +10. Вот если к сравнению, в том году зимой в Новый год было +13 градусов. Лил дождь 31 декабря. Тильзит, так его называли во времена Кёнигсберга, да, военное время года, а теперь это Советск. Не самый, наверное, очевидный городок, который вы хотели бы увидеть на моем канале, да и сам я не особо-то... Ну ладно, я хотел приехать сюда, показать вам, чтобы вы раз и навсегда увидели, может быть, один раз приехали, закрыв эту галочку, и дальше по Зеленоградску, Светлогорску, наверное, по более туристическим и интересным местам. Однако хочу заметить, что Советск второй город по величине после Калининграда. Он даже больше, чем Черняховск. Кстати, видео об этом городе у меня есть на канале. Ссылочка будет в описании. Или вот где-то здесь оно должно появиться. Начиная я свое пешее путешествие с самого очевидного и притягающего, наверное, места для всех туристов, это мост Королевы Луизы, через который можно попасть в Литву. Вот, пожалуйста, вам пока что какие-то тут ангары, крыши непонятные, но уже можно разглядеть. Сейчас я вам приближу. Вон там вот мост, а на той стороне уже Литва. Перчатки на руках, приближаю и отдаляю зум чисто носом. Набережная ничем не привлекательна. Я шел оттуда, со стороны рынка. По пути мне попадались тренажеры, целая масса, не знаю для чего они там. И лавочки на цепочках. Качаешься, смотришь на Литву. Также здесь очень много брусчатки. И подобравшись к мосту ближе, вот кто-то даже переходит там границу пешком, если можете увидеть человека. Граница работает. У кого есть литовская виза, пожалуйста. Может быть, кто из Калининграда, я думаю, до сих пор это, возможно, работает в Литве и так или иначе пересекает границу по рабочим делам. Тут вот, пожалуйста, с нашей стороны различные символики непонятные мне. Как говорится, чем больше, тем лучше, чтобы было видно. Однажды я пересекал, к слову сказать, эту границу пешком. У меня была мультивиза шенгенская, которая позволяла с Калининграда пересекать европейскую границу как через Польшу, так и через Литву. И по правилам мне надо было не только в Польшу съездить, но еще и в Литву. Пересекая пешком с моими ребятами по команде, я в детстве занимался велоспортом, пересекая ее пешком,
Мы останавливались возле какой-то кафешки, буквально после этого моста чай, кофе пили и возвращались обратно. Просто факт пересечения границы был обязателен. На границе сейчас очень тихо, я думаю, никаких столпотворений не должно быть. Даже в той же Грузии, Казахстане уже все подуспокоились. В Калининграде также никаких массовых акций, протестов. Все очень спокойно. Наверное, вы можете услышать даже шум птиц. Про мост так много было сказано, а вот кто все-таки такая Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская? Если проще говоря, то королева Луиза. В описаниях современников королева предстает красавицей с непринужденными манерами общения. Королева Луиза стала символом нового подъема Пруссии и становления Германской империи. Ее значение в истории Германии превзошло то влияние, которым она фактически обладала в статусе королевы Пруссии. Предлагают моста повернуть направо и посмотреть, что здесь у нас. Максимально приблизившись к границе. Всадник стоит, карета, туи высажены. Такая аллейка достаточно красивая. Конечно, ребят, не судите строго, погода зимняя, серая, несмотря на то, что по прогнозу должно быть солнечно, но я все-таки надеюсь до последнего. Вот, посмотрите, какая красота. Минутная пауза. Что сегодня все-таки распогодится и будет солнышко, но представьте, как красиво по весне, по лету, когда тут все зелено и выглядит гораздо иначе. Ходил-бродил и вот наконец-таки нашел, как выглядит контрольно-пропускной пункт, если ты идешь в Литву пешком. Duty Free Shop. Стою тут, читаю различные правила и очень интересная информация. Вот, к примеру, что нужно знать при выезде из России. Запрещено вывозить более 10 литров топлива в отдельном баке, не в топливном баке. Разрешен вывоз бриллиантов стоимостью не более 75 тысяч долларов, к примеру. С территории России разрешено вывозить до 5 килограмм рыбы и морепродуктов. Окей. Вещи из личного пользования разрешено вывозить без декларирования и уплаты таможенных платежей. Можно покупать айфоны и вывозить в Литву, но навряд ли кто это будет делать. Без декларирования разрешено вывозить валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов. Но эта информация общедоступная, я думаю, всем известная. Часто о ней кто говорит. Вот это вот здание прямо напротив, не понимаю, что оно в таком состоянии. Вроде как на границе, должно быть все культурно и красиво. Россияне уезжают, приезжают к нам очень много из Польши, из Литвы. А это вот без окон, без дверей, полногорница людей, как говорится. Не знаю, в таком состоянии. Вон даже окно разбито. Друзья, я все узнал. Я поговорил вот с той девушкой только что. Конечно, боялся снимать, хотя можно было. Видите? На машине нельзя заезжать. И девушка мне не ответила на вопрос, почему. Хотя вы сами видели, и я видел. Вот, например, прямо напротив стоит машина с литовскими номерами. Как это возможно? Она утверждает, что автомобильная граница закрыта. Проходить можно только пешком. В том месте, да, где мы были с вами. Как это? Как это понимать? Следующей, друзья, нашей остановкой прям рядышком с госграницей вы можете наблюдать, минуточку внимания, и парк военной техники. Посмотрите, как это масштабно. Танки с этой стороны, по правой стороне вот всякие крылатые, вертолет, истребитель. Насколько я могу разбираться в этом всем. Вот, танков тут целый раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Еще там. Вот такие вот для кого-то красоты, для кого-то нет. Может быть, кто-то фанатеет у меня тут из аудитории по таким вот вещам. Ну, кстати, тут много кто фотографируется, сейчас никого нету. Может быть, для буднего дня в такое время, в такую погоду это норма. Абсолютно ноль людей. Какие лопасти, посмотрите, гигантские. Да, Советск, конечно, вам ни Черняховск, ни Калининград. Я, кстати, здесь ни разу даже не проводил фотосессию.
Хотел бы, друзья, напомнить, может быть, мало ли кто не знает, я фотограф. И я провожу фотосессии парные, индивидуальные, свадебные, все что угодно, все, что связано с людьми, я снимаю, люблю. И ссылочки в описании, обязательно записывайтесь. Вдруг вы увидели мое видео и планируете приехать в Калининград, хотите оставить в памяти ваши моменты, счастья, прогулки у моря. И жду вас у себя на фотосессии. Ссылочка в закрепленном комментарии. Увидимся. А мы возвращаемся в парк военной техники. Вот здесь вот еще какая-то часть отдельно стоит. Вот так выглядят улицы рядом с парком. Дом наполовину отреставрирован, наполовину нет. Ну, значит, работы ведутся, и это хорошо. Там вот окон совсем нету. И рядом с парком виднеются какие-то красивые дома. Туда мы сейчас и отправимся, я думаю. Вот так, друзья, это выглядит здание поближе. Тут располагается просто продуктовый магазин. Такие балконы большие, хоть и не остекленные. Вот здесь вот музей территории, музей истории города Советска, я тут заметил, есть. Как думаете, сходим? Честно говоря, я уже подзамерз, и можно было бы для разнообразия или хотя бы погреться, посетить, показать, может быть, какая-то очень ценная информация, которую я вам не донесу, я узнаю, мне расскажут. Красиво же здание выглядит. Пойдем сходим. Минуточка уровня жизни в Советске. Посмотрите, приглашаем на работу в красное и белое администратора, зарплаты до 70, точнее от 70 тысяч рублей в месяц. Сотрудник торгового зала от 47. Все ничего, но я однажды общался с человеком, кто работает в красное и белое, да, в Калининграде, и действительно там зарплаты, по его словам, от 50 тысяч. Если это правда, то я очень горд за город Советск. Да, замечательно. Музей истории города Советска. Блин, такое, конечно, здание здесь. Здравствуйте. Музей работает, да? Можно билетик купить. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, у вас тут все прям... Это на чем? На литовском написано? 100 рубль. Почему на литовском, на немецком? А, на немецком? А вот госграница же закрыта. Что у вас там такое? Выключайте. Почему выключаете? Ну, потому что я не хочу сниматься на камеру. Ну, я вас не снимаю, Ну, только не себя надо снимаю. снимать. Выключайте. Через какое-то время сотрудница музея подобрела и сама подошла. Рассказала о концепции помещений музея. Здесь, оказывается, находится 4 зала, которые отличаются друг от друга тематикой. Предметы быта, одежда, оружие и так далее. Также оповестила меня о том, что граница на самом деле закрыта для проезда машин. Пешая граница открыта в городе Советске, а машины, которые ездят в Советске с литовскими номерами, возможно, приехали с границы Чернышевская. Друзья, добро пожаловать вовнутрь. Честно говоря, мне очень нравится. Приятный персонал, супер красиво. Вы просто сейчас будете в шоке. Какие красоты прямо перед моим столиком. Вот эти вот окна, да, выполненные из разноцветного стекла, прям создают такое настроение. Вот, видимо, конкретно вот этот желтый цвет создает очень теплое, радужное впечатление об этом месте. И сразу заряжает на какой-то позитив. Я тут просто сижу на диване шикарном, как барин. За мной тарелочки такие красивые. Пока что мне нравится, как любителю визуала красивого. Официанты там что-то перешушукивались, когда узнали, что я буду здесь снимать. Правильно, бойтесь меня. Делайте как положено. Давайте покажу, что заказал. Значит, я взял супчик по классике. Вот этот вот борщ за 250 рублей.
Также и салаты, просто посмотрите, сколько это стоит. Взял также вареники с картофелем и грибами. О, борщик, да? Класс, супер, спасибо. Спасибочки. Посмотрите, как он выглядит. Сальца, хлебушек. Ну вообще, как дома. Да, простите, вареники с картофелем и грибами, со шкварками. 270 рублей это стоит. И впервые решил попробовать пуншик. Вот все, знаете, вот эти вот ходят модненькие стаканчики, там всякие фруктики лежат, вот. Ягодный пунш решил взять, 140 рублей стоит. Так сказать, согреться. Борщик со сметанкой, с мясом. Вкусно, да? Всего хватает, соли, перца. Хотя поначалу показалось, что хочется соль добавить. Нет, все нормально. Мы попробуем сало. Его, возможно, испортили, сделали не очень. Борщик, мне кажется, приготовить не так-то сложно. А вот сало. Ну, такое достаточно мягкое. Очень по-домашнему. Те, кто тоже кушает, приятного аппетита, ребят. И мое блюдо номер 2. Посмотрите, какие вареники. С какой необычной подачей. Но это требует съемки, я считаю. Такое не снимать невозможно. О, ну как эти шкварочки с лучком пахнут, если вы меня понимаете. Горячие, блин. Горячо. Давай пока просто начинку сверху попробуем. Вкусно и горячо. Чуть хочется соли, словно. Как будто каждое блюдо чуть-чуть недосоленое. Но опять-таки это на любителя. Пока очень горячо. Жду, пока остывает. Я пунш попробую. О, блин, вот этот аромат корицы. Это невероятно. О, он должен так горло, да, обжигать? Честно сказать, я первый раз пробовал пунш. Вкусно, но сладко. Интересно, этот сахар растительный или его туда добавили? Если там очень много сахара добавлено, то это не очень хорошо. Друзья, сказать, что я наелся, ничего не сказать, я объелся. Вот у меня в тарелке еще осталось 5 штук. Я уже не знаю, как в себя засовывать. Мои рекомендации абсолютно за это место. Нисколько не разочаровался, вежливый персонал, все быстро приносят. Я ждал каждое блюдо, мне кажется, минут 5 это максимум. И, конечно же, друзья, самый верный показатель – это количество людей в заведении. Вот посмотрите, все занято. Вот эта сторона занята, и напротив меня столик занят. После обеда я попал на улицу Победы. Улица Победы. Как красиво выглядит. Смотрите, какой всадник. И здесь вывеска столовая с оригинальной дверью. Оригинальная вывеска, наверное. Хотя выглядит достаточно хорошо. Хотя, может быть, еще с тех времен осталось. Давайте посмотрим поближе. Профессиональная образовательная организация, технологический колледж. Это даже учебное заведение. Все понятно. Эта улица недоступна для проезда машин. Стоят лавочки. Вот можно наблюдать, как отдыхают люди. Если вы все еще не сворачиваете с улицы Победы, то на перекрестке вас ждет вот такая красотень. Как вы могли понять, это местный Арбат. Здесь люди просто ходят пешком, наслаждаются прогулкой. Вот можно посмотреть еще один кривой указатель. Блин, почему они такие? Может быть, это так задумано? Городская набережная. Может быть, это
означает, что вам сначала так, а потом свернуть налево? Возможно. Что там написано? Cross-border cooperation program Poland, Russia. Окей. По программе, видимо, Польша, Россия. Придуманы эти знаки по программе границ. С этой стороны, конечно, смотреть не на что особо. А вот тут, как красиво оформляют перед торжеством, перед Новым годом вход в магазин по продаже просто одежды. Да, здорово. Не обязательно там за дверьми иметь ресторан дорогой. Просто магазин одежды. Может быть, он, конечно, тоже дорогой, что его так украшают. Как красиво. Но сколько этих гребаных тут вывесок, всяких торговых площадей, разноцветных. Та же ситуация, как на Ленинском проспекте. Ниже второго этажа смотреть просто невозможно. Фасад там сделали, да, очень красиво, но можно же как-то регламентировать вот этот вот маскарад. Ой, не знаю, ребят, напишите в комментариях, как вы к этому относитесь. Такое только в Калининграде или по всей Европе? Посмотрю обязательно и скажу вам. А тут ведется реконструкция по восстановлению здания театра имени королевы Луизы 1909 года. Плановый срок подготовки проектно-сметной документации конец 21-го. А реализация до 25-го будет осуществляться. Посмотрите. Они решили окна заделать вот такими вот, как они правильно называются, не картины, но в общем полотна, да, пластиковые, на которых изображены разные такие вот картиночки. О, посмотрите, тот балкончик какой классный. Частично с правой стороны разрушен. Тут обратил внимание сразу на вот этот вот дом, пристроенный к театру. Супер цены. Блин, такой кирпич белый, просто вот квадрат, прямоугольник. Все максимально банально. Или вот это вот архитектура какая замороченная. Блин, вот бы представить эту улицу всю такой. А там, друзья, ну-ка посмотрите, что там виднеется трамвайчик. Туда мы и идем. Такое, знаете, впечатление, вот город Советск, словно много тут чего советского. Не знаю, неспроста они его так назвали, либо они как-то так подстраивают под название все остальное, либо просто этот город отдален от Калининграда и маловато тут кто что делает. Но опять-таки, да, развивается. Может быть, не так быстро. Вот, пожалуйста, вам гостиница «Россия». Советская гостиница. Ну, туда мы не пойдем, я думаю, делать обзор. Памятник Ленина там. Вот, тут сохранилось оригинальное немецкое название. Энгельсберг 12. Так, там кто-то есть. Обалдеть, как красиво. Мануфактура старого пасечника. Сыр, кафе. Оп, заглянем туда. Ку-ку. Ну ничего там такого сверхъестественного, просто такая уютная атмосфера. Да, на фоне постройки просто бомба. Посмотрите, друзья, до Калининграда 116 километров. Это безумие. До Светлогорска вообще 162. Рядышком с трамвайчиком находится такое здание, колонны которого облуплены. И на самом деле этой постройке придает еще больший шарм, что ли. Подойдем поближе, посмотрим. Табличек нету. Что за место, непонятно. А это что у нас? Окружной совет депутатов. Ага. Ну, это нам не интересно. Депутаты всякие.
отдалившись от самого центра, от всего красивого, что там представлено было, отреставрировано, да, попадем мы с вами в более аутентичные улицы. Не самые красивые, вот, например, как этот дом. Без слез не взглянешь, честно говоря. Улица 9 января. В Калининграде есть улица 9 апреля. И тут живут люди. Вот, например, за этими пластиковыми окошками. Стекла выбиты. Тут, понятно, никто не живет, хотя кто его знает. Но света, по крайней мере, там нету. Да, так пластиковые окошки смотрятся смешно. Но, опять-таки, да, не могу заметить, вот дом напротив, к примеру, строится, ведь реставрируется, стоят леса, строят фасад, уже вот эта часть закончена. Но в целом, не знаю, как вам, напишите в комментариях, выглядит это очень печально. Вот, к примеру, тот дом, да, мимо которого мы только что проходили, вот не представляю, как буду туда приходить каждый день к себе домой, заходя в эту дверь, проходя мимо этого дома. Не знаю, что там в подъезде, конечно, творится, но думаю, ничего хорошего. Достаточно тут брусчатки на дорогах, но асфальт такой себе, конечно. Хорошо, дыр нету. Спасибо и на этом. Все достаточно так убито выглядит. Вот. Я думаю, никто же не против посмотреть не только центр, не только вот эту вот пыль в глаза, которую пускают туристам, а и все остальное тоже. Иду вот думаю, знаете, сравниваю с прошлым выпуском о Черняховске, сравниваю эти два города. Мне кажется, Черняховск, а ныне Ильсенбург, несколько поуютнее будет, знаете, будто бы словно там больше где погулять есть. Вот я подошел к водоему, думал, тут прям совсем все печально, но тут даже есть какой-то водоем. Может быть, он немножко поменяет картину в лучшую сторону. Словно, знаете, как-то вот Черняховской почище и поприятнее глазу. Там нету таких разбитых дорог, как здесь. Ничего в этом, ничего тут на озерце нету. Очень много рыбаков, смотрите, так как минусовая температура уже где-то 5 дней стоит, лед встал. Тут ребята даже на самокатах приехали. Много очень рыбаков, кто сделал себе лунки и сидит рыбачит. Там мост, по которому ходят, машины не ездят. Как классно, ива. Друзья, ну и спасибо за просмотр. Выпуск подходит к концу. В обзоре города Советска без гостиниц, потому что в две попытался зайти. Одни не согласны, не хотят сниматься, другие говорят неподходящее время. Одна гостиница Геркулес, вторая по-другому называется. Честно, так и не вспомню сейчас. Такое замудренное у нее название. Ну, не хотят рекламу и как хотят, как говорится. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Очень сильно замерз. Если хотите выпусков с Бали, с теплых стран, то жду вашей обратной связи. И пока-пока. Увидимся в новом видео.